И снова Android магнитола Jansun. И сегодня мы расскажем, что делать, если вдруг у вас плохая передача звука по Bluetooth. На самом деле это решается очень просто. Вам нужно зайти в настройки. В настройках ищем такое меню, как настройки мультимедиа. Оно может быть еще Infotainment на английском языке в старых версиях. Версия ПО. Ну, здесь не нужно, а нам нужно найти общее. Вот. Отдельное меню. Об устройстве. Номер сборки. Нажать, пока вы не станете разработчиком. После вы возвращаетесь сюда, вы уже разработчик. Заходим сюда и помним, что здесь очень сложное меню и лучше его не трогать. Так, но что касается Bluetooth, тема сегодняшнего видео, поэтому о нем мы сейчас поговорим. Находим меню. Кстати, сразу по дороге. Видите конфигурация USB? Если здесь будет стоять только зарядка, вашу флешку видеть не будет. Должно стоять именно вот это. МТП. Итак, здесь мы можем настроить абсолютный уровень громкости. Мы можем здесь показывать устройство Bluetooth. Но самое главное, мы можем управлять телефоном. Итак, включить внутриполосовое воспроизведение. Что это такое? Ваш рингтон телефона будет передаваться на Bluetooth данного устройства. То есть подключен телефон во время движения, именно такой рингтон будет звонить. Дальше версия Bluetooth может быть разных подверсий. Это тоже влияет на качество соединения. Аудиокодек для передачи данных. Можно пробовать разные. Частота дискретизации важна, качество звука. И самое главное, вот это вот скорость передачи аудиокодека и режим аудиоканала. Он может быть моно и стерео. И вот здесь вот отвечает именно за качество звука. Баланс, оптимальная и скорость. Это все зависит от вашего устройства, непосредственно вашего телефона, а также качество самого приема по Bluetooth. Обратите внимание, Bluetooth данный работает с айфонами, начиная от 10 и выше, без проблем. Поэтому CarPlay в принципе не нужен. Остальное меню я не трогаю и рекомендую выключить это меню и больше ничего там не трогать. Что касается качества самого сигнала Wi-Fi и Bluetooth, помните, что есть определенный переходничок, который предназначен для камеры заднего вида. Это 10-пиновый порт небольшой. Сейчас я его вам покажу. Вот такой вот порт. Он вставляется сзади. И сбоку вот видите два проводка заглушенных. Эти два заглушенных проводка это и есть антенна Bluetooth и Wi-Fi. С этой стороны идет выход тюльпан желтого цвета на камеру заднего вида. Соответственно, если у вас плохой сигнал по качеству приема, вот этот кабелек должен быть вставлен, даже если вы им не пользуетесь. Так как это и есть и антенна. Тогда ваш прием станет полным на 100%. И в конце, пожалуйста, помните, что любые действия, которые вы делаете в инженерном меню разработчиков, вернуть назад будет невозможно. И тогда единственное спасение – это прошить заново устройство. Поэтому будьте осторожны и все делайте очень аккуратно. Если не знаете, лучше не трогать. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, много чего интересного расскажем. Например, мы расскажем, что такое Nexia Voice, как им пользоваться в ближайших видео.